Представьте, что вы подписываете договор купли-продажи квартиры, мечтаете о новом доме, а уже через месяц выясняется, что сроки сдачи дома сдвигаются на пару лет, не вся инфраструктура будет построена, и все, что вам обещали, начинает рушиться. Это не сценарий из фильма ужасов, а реальная угроза, с которой сталкиваются некоторые покупатели. Сегодня я расскажу вам о многих подводных камнях, которые могут стоить вам не только нервов, но и денег. За 25 лет недвижимости я видел многое. Что же стоит за красивыми словами застройщика? Я расскажу вам, как избежать ловушек, о которых многие молчат. Откроем все карты и разберемся, что же нужно делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Тема номер 1. Проблема с документами и разрешениями. Бывает ли такое, что начинают строить, а документов еще нет? Бывает даже такое, что начинают продавать, а еще документов даже на землю нет. Бывает всякое. Часто в Грузии бывает так, что земельный участок оформлен и сразу же начинается стадия пресейл. Пока собирается вся документация, готовится архитектурный проект, получается разрешение на строительство, проходит общественное слушание, устанавливаются коэффициенты высотности и плотности застройки. А застройщик уже начинает продавать. Такое бывает регулярно, и много это видит. Если написано стадия пресейл, значит в 99% случаев там нет разрешения на строительство и всех необходимых документов для начала строительства. Погоди, это законно? Что значит законно? Если так делают, значит законно. Просто в этом случае нельзя зарегистрировать предварительное право собственности на квартиру в юстиции, но можно подписать внутренний договор с рассрочкой, можно подписать, почему нет. Ну хорошо, если так делают многие, если не все, то как тогда понять, с кем можно иметь дело, а с кем нет? Это сложный момент. Самостоятельно в этом не разобраться. Нужно быть либо экспертом рынка, либо жить в Батуми и знать всю подноготную всех застройщиков. Например, я могу привести пример пары строек в центре города, на аллее Героев или недалеко от нее, когда пресейл проходил в феврале-марте прошлого года, и сегодня у нас февраль, то есть прошел уже год, а застройщик даже не приступил к строительству. И это, я считаю, ненормально. И такая стройка не одна. У них продажи идут уже больше года, но, тем не менее, на стройплощадку никто не вышел. И это такая, для меня серьезный звоночек. То есть, они, например, когда люди покупают на стадии пресейла, они подписывают договор предварительный с рассрочкой. Например, там, застройщик планирует строить дом 3 года, что нормально. Но год уже прошел, и я уверен, что за 2 года ближайший дом ни один, ни другой застройщик не построит. И это может быть проблема. То есть у вас рассрочка может уже заканчиваться, а застройщик даже не приступил к строительству. Поэтому как разобраться? Обращаться к экспертам в компанию GPI. Как проверить эти документы? Ну, то есть, если, например, мне Самостоятельно? показывают документы. Самое простое – это зайти на кадастровую карту. Есть такая штука по адресу napor.gov.g, napor.gov.g. Ввести кадастровый код земельного участка или найти его на карте, нажать правой кнопкой мыши на значок «Информация», там откроется окошко, и вы сможете увидеть информацию о земельном участке. Там будет написано, кому участок принадлежит, разрешенное использование данного земельного участка. Минимально можно сделать таким образом. Для клиентов, которые вообще первый раз обращаются. Но я все-таки настаиваю на том, что покупать новостройки у застройщиков необходимо с помощью профессионалов. То есть идти самостоятельно покупать, я не очень в это все верю. Просто я знаю, как много напокупались люди уже, там и на первой линии на Новом бульваре, там стройка стоит, 2 башни огромных. Вот, люди там купили еще в 2017 году. Обещал застройщик построить в 2020, сегодня 25 год, а там бетонный остов, без окон, без дверей. Поэтому я рекомендую все-таки обращаться к специалистам. Сегодня есть так называемые дома, которые строятся по программе расселения ветхого аварийного жилья. И там есть небольшой нюанс, так, называется он гарантия банка. И почему-то застройщики, которые строят по данной программе, никак не могут получить разрешение на строительство и получить гарантию банка. Вот. На сегодняшний день, 11 февраля 2025 года, я пока не видел ни одного разрешения на строительство окончательного, согласно этой программе. Но я надеюсь, что все-таки рано или поздно эта ситуация разрешится в лучшую сторону. Банки не верят? Слушай, я не знаю, я видишь, в чем дело. Я здесь долгий гость, все-таки я не грузин. Я читаю бегло, мало чего понимаю в прочитанном. Могу ориентироваться только на внутренние какие-то, на профессиональные на мой опыт профессиональный.
Вот. Я думаю, что так как эта программа государственная по поводу расселения ветхого аварийного жилья, то рано или поздно каким-то образом договорятся три стороны. Три стороны – это государство, застройщик и банки. Рано или поздно должны люди все договориться, потому что программа есть, но всегда, знаешь, когда что-то новое, всегда есть такие... Вылазят болячки, о которых законодатель, когда писал эту программу, там, ну, не знал условно. И эти шероховатости должны каким-то образом регулироваться. И я так понимаю, что сейчас там новый парламент, да, прошли выборы, вот, действует новый парламент, и я думаю, что как раз вот новые законодатели должны каким-то образом поменять что-то в законе, чтобы он наконец-то заработал. Потому что мы видим, сколько аварийного жилья в Батуми, и не только в Батуми, и в Тбилиси тоже, и в других регионах. Поэтому эта программа хорошая, идея хорошая, и расселять аварийное жилье необходимо, потому что эти старые дома стоят на очень хороших улицах, в хороших локациях, и ну, было бы правильно расселять там двухэтажные бараки в центре города, и чтобы строить там современные здания. Идем дальше. Идем дальше. Тема номер 2. Тема номер 2. Риски с обещанными сроки сдачи. Значит, эти риски есть всегда. Вообще, это нормально, когда вы покупаете квартиру в новостройке, еще и на раннем этапе. Что главное в этом? Главное при покупке квартиры в новостройке, чтобы эта квартира стоила у вас дешевле, чтобы цена была ниже, чем в готовой квартире в соседнем доме в этом же районе. Потому что, покупая квартиру на этапе строительства, у вас есть всегда риск того, что дом не построится. Поэтому, как правило, должно быть так. Должно быть в новостройках цена должна быть ниже, чем в готовом жилье. Почему? Потому что это называется плата за риск. Если вы рисковый парень, хотите заработать на недвижимости, классно купить на этапе котлована, и после этого подождать 3 года, пока дом построится, цена на недвижимость вырастет, продать и заработать деньги. Но когда у вас на старте фундамента или котлована цена на квартиру стоит дороже, чем в готовом доме через дорогу, тогда нет никакой платы за риск, вы ничего не заработаете, и я не понимаю, зачем покупать в таких новостройках. Тем более, что у вас есть риски с обещанными сроками сдачи. Мы уже забыли о том, что еще недавно была эпидемия коронавируса, в котором вообще на полгода, на год стройки многие заморозились, и сроки сдвинулись, сдачи соответственно. Никто не застрахован о том, что через год не повторится такая история. Или произойдет что-то другое, что отложит стройки, например. Ну и вообще в Грузии, как вы знаете, а если не знаете, то слушайте внимательно. В Грузии 1 из 100 строек сдается вовремя. Может быть 2 из 100. То есть это скорее исключение из правил, нежели правило. Как правило, срок сдачи дома затягивается на год, на 2, а иногда на 3. Нужно разделять 2 понятия. Что такое сдача? Есть акт государственной комиссии, условно говоря, то есть когда государство говорит, дом там принимается в эксплуатацию. А другая история, когда дом сдается, ключи людям отдаются, можете жить, там, делать ремонты и так далее. Так вот я вам скажу, открою, может быть, тайну, а может быть не открою тайну. Из новостроек, которые вы видите там на Аллее Героев на Новом бульваре, где живут люди, из них большая часть не сдана и не введена в эксплуатацию по разным причинам. Застройщик не выполнил некоторые обязательства перед государством, не построил необходимую инфраструктуру, которая была заявлена. Или, как часто бывает, застройщику дали разрешение на 20 этажей, а он построил 26. И теперь не может сдать этот дом в эксплуатацию. И, скорее всего, очень долго не сдаст. Чем это чревато для людей, которые купили и там живут? В целом ничем, потому что у людей есть право собственности на эту недвижимость, предварительное право собственности, которое зарегистрировано в юстиции. Эта квартира не будет никому продана, вас никто не выселит, у вас есть документ, подтверждающий ваше право на эту квартиру, да, или на эту недвижимость. У вас есть кадастровый номер, скорее всего, на эту недвижимость. Поэтому для людей рисков никаких. Но единственное, что какой риск? У вас будут грязные подъезды, у вас не будет там коммерция на первом этаже. Я же говорю про небезызвестный там апарт-отель на набережной на первой линии. Когда построено 3-4 дома, застройщик обещал, что будет единая инфраструктура внизу, будет торговый центр, но его пока нет, и когда он будет, пока непонятно. Возможно, он когда-то будет, вроде бы какие-то работы ведутся, а может и не будет, пока мы не знаем. В общем, сданных домов очень мало, и вот о чем. Но по рискам никаких. Единственное, что... Да нет, наверное, никаких по большому счету. Ну и при продаже тоже нет таких. И при продаже никаких проблем тоже нет. То есть люди могут покупать, продавать. И даже жить там. Это тоже удивительная история, что как только в доме стоит стекла, стоят лифты, работает свет, вы можете сразу же начинать там ремонты.
Чем чревато? Смотри, несданный дом. У вас энергоснабжение по временной схеме будет. То есть, скорее всего, будет перебой с энергоснабжением, потому что дом не введен в эксплуатацию. Могут быть проблемы с водой или с канализацией, потому что дом может быть подключен по временной схеме, например, водоснабжения. Да? Или отсутствует канализация вовсе. Что это значит? Значит, что у некоторых новостроек в Батуми просто выгребные ямы, потому что они не подключены к центральной канализации. Такое тоже бывает. Поэтому внимательнее обращать внимание и на это тоже. Ну вот ты уже 7 лет, да, уже теперь здесь, в Батуми? Ну, 7-й год, да. 7-й год. Есть ли у тебя мысли, почему все-таки так происходит? Почему только 2% домов сдается вовремя? Я это называю болезнью большого роста, раз. Второе, в Грузии, так как эта страна с очень быстрыми темпами роста, возникают и болезни роста определенного. Например, какая здесь есть болезнь? Государство не сильно регламентирует и не сильно регулирует строительный сектор. То есть я не слышал здесь про такое понятие, как строительные нормы и правила, например. Почему их нет? Потому что, как в принципе во всем мире, в Грузии, если посмотреть состав депутатов, в Аджарии, например, то это будет, каждый второй будет девелопер. Соответственно, и генеральный план города Батуми не принят. Я так понимаю, что из-за этого, потому что будут сразу ограничения по строительству. И строительных норм особо нет. Но только благодаря этому так быстро рынок развивается, так много строек. Понимаешь, что дело, Игорь? Если были бы жесткие строительные нормы и правила, и было бы сложно получать разрешение на строительство, и сложно строить, и сильно бы контролировали все, не было бы такого бурного роста. Мало бы людей вошло, были бы определенные барьеры для вступления в отрасль, довольно высокие. И то есть в Грузии как? В Грузии любой владелец земельного участка может стать девелопером хоть завтра. Для этого ничего не нужно. У тебя есть земля, тебе нужна архитектура, чтобы нарисовать проект, пойти в мэрию, его там поставить 2 штампика, условно говоря, тебе дадут коэффициенты, и ты строй, пожалуйста. Это не так сложно на самом деле. То есть барьеров для вступления в отрасль практически нет. Или они отсутствуют, или они минимальны. И это как раз означает либеральный подход государства к тому, что... Потому что здесь ничего не было. Здесь ничего не строилось ни в 80-е, ни в 90-е, ни в начале 2000-х. Вообще ничего не было. И только с 2004 года, ну а реально с 2012-го, вот юстиция когда появилась, в 2012 году. Ты в каждом ролике думаешь, в 8-м или в 12-м, надо будет попробовать уже загуглить. Да. Ну, в общем, давайте назовем это, я назову середина 2000-х, давайте назовем так, 2004 и пошли после. То есть представьте себе, что рынок, Игорь и зрители наши любимые, представьте, что здесь ничего не строилось, еще 20 лет назад не было ни одной новостройки. И, конечно, когда так все бурно развивается, конечно же, выявляются разные болезни. Например, риски с обещанными сроками сдачи дома. И такое тоже бывает. Потому что многие застройщики не имеют ни стратегии продаж, ни маркетинговой стратегии, ни какого-то понимания, для кого этот дом. Вот есть земельный участок, там, могу построить, я же все продам, по-любому все продам. Начинают строить, и реально все продают, и реально все строят. Дом юстиции открыли 26 мая 2011 года. Ну, вот, я предполагаю, что до этого там особо ничего и не строилось. Итак, тема номер 3. Качество строительства. Качество строительства не выдерживает никакой критики, особенно в проектах, которые построены 10 лет назад. В них находиться уже просто неприятно. Они выглядят старыми или очень старыми. Там использованы дешевые материалы, дешевая краска, которая подтекает в этом влажном климате и постоянные разводы. Это необлагороженная территория, как правило, какая-нибудь там покосившаяся плитка, разбитые окна, незаселенная коммерция, ну и так далее. Качество строительства, к сожалению, оставляет желать лучшего. Но при всем при этом, я живя здесь уже там 6-й год, 6 лет, я вижу динамику. Появляются интересные проекты, там вот то же самое, не знаю, там Альянс Пэлас можно назвать, да. Это хороший пример хорошего здания, с хорошей инфраструктурой. И до сих пор я захожу, этому зданию больше 6 лет. То есть я приехал, оно уже было построено, запускалось. И, соответственно, оно до сих пор выглядит очень свежо, современно, хорошие лифты, хорошие холлы, ну и так далее. И такие примеры много. В Гонио, там какой-нибудь Гринсайд, например, там можно вспомнить, да, когда заходишь туда, и там понимаешь, что приятно находиться. Видно, что люди сделали для себя благоустройство,
лифты приличные, все убрано и так далее. Но это скорее исключение из правил. Ну вот Sunrise, например, можно назвать, да, когда заходишь тоже в холл, ты видишь, что все чисто, там, не знаю, двери все открываются, все работает, все протерто, нет никаких пальцев, разводов, там, следов краски, все лампочки работают, нет побитых стекол, ну и так далее. Но это скорее исключение из правил, нежели правило. Но я думаю, возвращаясь к пункту номер предыдущему, вернее, пункту, это болезнь большого роста. Я уверен, что грузинские компании начнут строить качественное жилье и продолжат, вернее, строить качественное жилье. Что для этого нужно? Для того, чтобы компании в Грузии строили качественное жилье и качественные апартаменты, для этого нужен запрос клиента в первую очередь. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие наши зрители. Пожалуйста, когда вы покупаете жилье самостоятельно или через нас, неважно, требуйте, прям требуйте хороших окон, хороших лифтов, хороших коммуникаций. Требуйте от застройщика. Если они на этапе до покупки выясняете, задайте вопросы, какие будут окна, какие будут лифты, какой будет толщины кабель по электропроводке, какой будет толщины труба стояка в туалете, какой будет, не знаю, там, ширина, длина окон, какой будет профиль у этих окон, да, какой будет фасад, из чего он будет сделан. Если он вентилируемый, будет ли там утеплитель и ветровлагозащита или не будет. Ну, то есть задавайте как можно больше технических вопросов, чтобы больше понять. Чем больше вы спросите, тем больше ответов вы получите, и исходя из этих ответов уже принимайте решение. То есть если застройщик начнет плавать и говорить вам: ой, ну мы еще не решили, какие лифты ставить, или мы еще не решили, какие будут окна стоять, или мы не решили, какой будет отделка фасадов, ну, стоит пожать друг другу руки и выходить из этого офиса побыстрее. А вам, застройщики, грузинские, рекомендую на ранних этапах, еще до начала строительства дома, проектировать здание и знать, что у вас будет внутри, как оно будет выглядеть, какие материалы будут использованы и все остальное. Потому что, ну правда, я в некоторые апарт-отели захожу, которые вот-вот должны сдаться. Буквально в выходные ездил с клиентом там, в один из апарт-отелей, не выдерживает никакой критики. Просто ужас. Ужас. 2025 год на дворе, там материалы использованы в 90 такие уже нигде в мире не использовали. Я понимаю, что хочется на всем сэкономить и хочется все там подрезать везде бюджеты и побольше себе маржу оставить. Но поверьте, если вы не будете экономить на материалах, а сделаете там на $50 метр квадратный дороже, вы сделаете хорошо. Сделайте так, чтобы было не стыдно. Сделайте так, чтобы это было долговечно. Чтобы люди потом не плевались, говорили, что компания там такая и сякая, у нее больше не покупай. А сделайте так, чтобы люди говорили: блин, я купил квартиру в этой компании, вот такая квартира, мне очень нравится, и я буду покупать у этого застройщика дальше и дальше. И поверьте, вы, застройщики, продадите весь свой дом следующий этим же людям, которые были довольны в первом доме. Потому что и вы зарабатываете, и люди, которые покупают квартиру, тоже зарабатывают вместе с вами. Но об этом, к сожалению, в Грузии никто не думает. Или думает, но очень-очень мало. Никто не играет в долгую. Все хотят построить сегодня, заработать быстро там короткий лари и на этом забыть. Но так долго продолжаться не будет. Я думаю, что рано или поздно останутся только сильные компании, которые играют в долгую, которые думают о своем покупателе, которые изучают своего покупателя, интересуются, что ему нужно, какие объекты инфраструктуры ему нужны, какие материалы бы он хотел, чтобы были использованы в строительстве этого дома. Ну и так далее, и так далее. Ну, мы же знаем, что бывают ситуации и истории, когда планировалось одно, а в результате построилось абсолютно, ну не абсолютно, но другое. Например, ты про Next? Ну, например, про Next. А получилось-то неплохо. Они убрали, давай так, они сэкономили, проектировщики нарисовали входную группу, только они ее убрали, и хуже не стало. Ну, хорошо, но только ты говоришь, спросите, какой будет лифт, какая будет Да. там электрозащита, но тебе могут сказать, а потом ничего этого не сделать. Могут. Ну, пропишите в договоре это. Вот вам говорят, смотри, тебе говорят, будет там такой лифт, такой этот, такой этот, такой этот. Ты попросил, скажи, внесите это в договор, и все. А потом, если этого не будет, у тебя будет договор, основание для расторжения его и возврата денег, если необходимо. Или судебной тяжбы, если тоже необходимо. Итак, тема номер 4. Проблемы с коммуникациями и инфраструктурой. Опять же, почему они есть? Это, первое, недобросовестность застройщиков, раз. Второе, это болезнь большого роста, 2. И третье, это Сакартвелус Гаумарджос. Это дело в том, что в Грузии время течет совершенно по-другому. Это у вас там прошло в вашей Москве 3 года. А тут 3 года это не 3 года. 3 года это... В общем, 3 года здесь
и 3 года где-нибудь там у вас, это разные цифры. Если вы там по-своему считаете, вы на Грузию не ориентируетесь. В Грузии время течет по-другому, я много раз об этом говорил и еще раз вам говорю. Где 3, там и 6. В Грузии никто не торопится. Опять же, болезнь большого роста. Государство не успевает строить электрические сети, водопроводы, канализации, газопроводы в том числе, но газопроводы строят частные компании. Поэтому газ, кстати, с газом все хорошо в Грузии. А вот с электричеством, водой, все знают, что в Грузии часто отключают электричество. Вот сегодня мы готовились к съемкам в офисе у нас выключили электричество на на час примерно. И к этому все нормально, у меня всегда ноутбук заряжен, потому что я знаю, что могут выключить электричество. Ну, как бы, это обычай такой. Обычай. Я постоянно утром читаю новости, где что отключается. Газ, там, свет или что-то еще. И это нормально, потому что видите, сколько всего строится, и просто государство не успевает за строительством инженерной инфраструктуры, не успевает за частным бизнесом, за застройщиками. Поэтому и возникают небольшие проблемы с коммуникацией и инфраструктурой. Такая же история сейчас будет, она еще не выплыла, но я это видел уже и в Новосибирске, когда жил, и в Москве, когда читал, когда жил в России, читал об этом, что сейчас бум строительства в Грузии. Город Батуми, я предполагаю, что увеличится в населении там, в 2 раза в ближайшие 10 лет. И встанет острая проблема со школами, с детскими садами, с парковками, с дорожной сетью. Уже стала проблема, да, уже в городе ездить невозможно, особенно последние 2 дня. Что еще я не сказал? В общем, проблемы этого роста еще потом скажутся не только в отключениях электричества или подаче воды, но и в нехватке медицинского обслуживания, образовательного обслуживания, в том числе детских садов, школ. Зато развивается бизнес очень быстро. Это и привлекает сюда очень много разных людей из разных стран, в том числе из Ближнего Востока, из Израиля, из бывшего Советского Союза, Советских Республик. Давай вернемся к застройщикам. Давай. И вот ты говоришь, что бывают такие ситуации, когда обещали первый этаж полный фарш, а потом они пустые стоят, даже не остекленные, например. Что с этим делать и как это предугадать? Ну, то есть вот обещают бассейн, боулинг, кинотеатр. Как вот понять, насколько это реалистично? Потому что я знаю, например, что ты сам мне отвечаешь на вопрос про некоторых застройщиков, что ты там не уверен, что это будет, поэтому ты с ними не работаешь. Да. Но человеку с улицы, который смотрит рекламу, как его понять? Я понимаю. Во всем должна быть экономика. Это бизнес. И люди зарабатывают деньги. Да? Почему многие застройщики не строят объекты инфраструктуры? Потому что это убыточная история. Чтобы построить детский клуб, комнату отдыха, коворкинг и какой-нибудь боулинг, как ты говоришь, да, для этого можно построить. Но самое сложное потом за этим всем ухаживать, и это все, чтобы функционировало. То есть в новых жилых комплексах, которые построены, люди многие покупают квартиры для инвестиций, а не для жизни. Поэтому, проходя вечером по набережной, вы можете увидеть, что окон горит, да даже в том же самом Орбе, окон горит там 10% может быть. И так в каждом доме, это не только один или два, это вообще такая история в Грузии, в Батуми именно, да, что в домах заселено 10-20% квартир, остальные закрыты стоят на зиму, потому что люди летом приедут сюда отдыхать, либо, соответственно, эти квартиры куплены как средство накопления своих денег, просто купили квартиру, закрыли, потому что здесь коммунальных платежей практически нет. Если ты не живешь в квартире, тебе квартиры обходятся 0. Соответственно, что мы говорим? Бизнес, который сидит на первых этажах, это бизнес. Боулинг – это какой-то предприниматель арендует и будет заниматься боулингом, да? Или какой-то магазин, который будет продавать там какие-то продукты или какую-то одежду или что-то еще. Предприниматели всегда считают свою экономику, считают деньги, считают, сколько людей проходит из этого подъезда, выходят, сколько людей живет в округе, и принимают решение, строить ли там свой бизнес или не строить. И, конечно же, в новых домах часто несколько лет, 2, 3, 4 года, когда дом построился, первые этажи стоят с разбитыми окнами грязными, и там никто не заселен. Я живу в доме над Белой Бусеридзе на улице, у нас первый дому, лет 6 точно, первый этаж до сих пор весь грязный, написано аренда. До сих пор никто не садится, потому что бизнес пока не верит, что дом этот заселен, что в этом доме можно что-то там располагать. Это экономически нецелесообразно. Если мы говорим о жилых домах, если мы говорим о апарт-отелях, да, в котором должен сам девелопер все это построить, я просто понимаю, что
так много в маркетинговых целях, так много рисуют инфраструктуры, бассейнов, шмасейнов, ну всего-всего-всего, что я понимаю, что если это будет все функционировать, то плата за метр квадратный будет не $2, а 22. Потому что чтобы это содержать, все, это нужны люди, а это все нужно отопить, осветить, понимаешь, провести туда интернет, коммуникации, поставить там людей, платить им зарплату. То есть в каком-нибудь апарт-отеле, где там 200 номеров, там написано там 5000 метров инфраструктуры. Кто это будет все потреблять, кто это будет оплачивать? За чей счет банкет, как говорится? Проще ничего не делать застройщику, забить, ну, не знаю, заклеить все эти окна. После этого посадить одну девочку на ресепшн, одного охранника поставить с ружьем или без ружья, и брать $2 за квадрат и зарабатывать хорошие деньги еще и на обслуживание. И ничего при этом не делать. Так легче. Поэтому это просто бизнес, ничего личного. Просто бизнес. То есть единственный вариант это ходить, смотреть, что уже было построено Да. и что там функционирует. Абсолютно верно, абсолютно верно. Ходить только смотреть. И потом еще, окей, смотрите. Опять же, это тоже может, это не притча во языцах, это может вам не помочь. Смотри, например, застройщик построил первый дом. Там все сделал хорошо. Показал, как он умеет. И там, условно говоря, 200 апартаментов и там 100 квадратов инфраструктуры. Я условно сейчас говорю. А в следующем он делает 100 апартаментов и 500 тысяч квадратов инфраструктуры. Нужно понимать, что это не будет функционировать, потому что дом это не вывезет. Что такое жилой дом, там 200 апартаментов? Что это может, что там может получиться? Там может быть небольшой бассейн один, там может быть стойка ресепшн, там может быть тренажерный зал и какая-нибудь детская комната. И все. И, скорее всего, ресторан, который будет сдан кому-то в аренду, и там будет другой предприниматель зарабатывать на этом. Все, вот это максимум. А когда рисуется там инфинити бассейн один, инфинити бассейн другой, там это, пятое, десятое. Блин, мы в Грузии живем, у нас плюс 8, сегодня идут дожди. Какие инфинити бассейны, вы о чем? Ну, правда. Он не будет работать 8 месяцев в году, ну не 8, 6. Он будет работать июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Половину. А декабрь, январь, февраль, март, апрель, май он работать не будет 100%. А все эти брошюры из серии, там, у нас там Infinity бассейн, это просто брошюры, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы вы отнесли свои деньги. Все. Понятно. Угу. Но никто же не судится. Никто не судится. Значит, всех все устраивает. Нет, не всех все устраивает. Мы можем отдельно сделать еще ролик про судебную систему в Грузии, как это происходит здесь. Здесь никто не судится, потому что здесь не была проведена реформа не была проведена судебная реформа. И вот мы вчера были у застройщика, который не выполняет свои обязательства с клиентом и с юристом. И просили вернуть деньги. И пытались договориться только по одной простой причине. Юрист, грузинская компания, которая нас обслуживает, они говорят, суд затянется на 4 года. Имейте в виду. И чтобы вернуть там вшивые $20 тысяч, нужно человеку, лучше договориться с застройщиком, сказать, давай, там есть договор, там неуплата 20%. И, в общем, как договориться и получить свои деньги обратно, чем судиться. Здесь судиться это провальная история. Тем более, не забывайте, что вы здесь и я здесь, это долгий гость. И суд может принять решение не в вашу пользу через 4 года, причем при этом. Поехали дальше. Тема номер 5, последняя, моя любимая. Неучтенные дополнительные расходы. Это я очень люблю. Давайте начнем с самого простого. Итак, вы пришли к застройщику, приобрели квартиру стоимостью $100 тысяч. Какие накладные расходы вам еще предстоят? Давайте считать. Первое, когда дом будет почти построен, вам позвонит застройщик и скажет, нужно доплатить за счетчики воды, газа, света. Или что-нибудь такое, какое-то основание найдут, чтобы с вас взять еще там $1000-2000. Это первое. Прибавляем к 100 тысячам прибавляем $1000 за счетчики. Это нормально. Это абсолютно нормально. Потом, когда вы захотите сделать там ремонт, вам понадобится дизайн-проект. Это вы найдете сами на рынке, и вам это будет стоить еще около $20 за метр квадратный. Это примерно там $100 тысяч у вас квартира, примерно метров она 80. 80 умножим на 20, получим 1600. То есть $1600 вам нужно будет еще на дизайн-проект этой квартиры. После этого вы сделаете дизайн-проект, найдете ремонтную компанию, ремонтную бригаду, которая будет вам делать ремонт.
И когда они выйдут на ремонт, им внизу застройщик скажет: вам нужно заплатить за подъем материалов. Любой, в Грузии так заведено. Вам нужно заплатить за то, что ваши материалы, ваш кафель, ванна, шкафы, диваны, мебель. Если вы живете тем более на каком-то 38 этаже, вы не сможете затащить туда руками, вам нужно платить за подъем материалов. Тут кто во что гораст. Кто-то, я там платил один раз, договаривался с прорабом, ну с местным, как-то, главным по дому, договаривался на фиксированную ставку. То есть я ему просто дал ему там X долларов и сказал: слушай, не беспокой меня, я буду сам все поднимать, там все будет чистенько, мы будем все убирать. Какой аргумент? Почему говорят, почему нужно платить эти деньги? Потому что вы, поднимая материалы, можете испортить лифт. И поэтому нужно заплатить. И поэтому все лифты в Грузии такие, в таком состоянии. Потому что, видимо, все платят. Ну что, мы же заплатили, теперь можем убивать эти лифты как хотим. Значит, это еще стоит по-разному. Я договорился на $1000, это может быть $2000, это может быть за раз, я слышал такую цифру, брали 50 лари за раз, за один лифт. Ну что вы в лифте поднимете? Там один диван, вот 50 лари. Там один стол, 50 лари. Там один телевизор, 50 лари. Ну и так далее. Там дальше считайте сами, сколько у вас будет подъемов на лифте. Что еще? Что еще? У вас могут быть дополнительные затраты, которые вы не учли. Это переделать белый каркас обратно в черный и потом в белый. Дело в том, что далеко не все застройщики делают качественный белый каркас. Об этом мы говорили чуть выше в видео, о качестве строительства. И у меня в одной из квартир, которую я покупал, белый каркас мне передал застройщик, и там шел электропровод под углом 45 градусов так по стене. То есть не как должно быть по потолку, потом к розетке, а вот так по диагонали. Они экономят провода, экономят на всем. В погоне, еще раз говорю, повторяюсь за коротким лари, экономят на всем. Поэтому, конечно же, чтобы сделать нормальную квартиру, потому что если вот этот провод не переделать нормально, то рано или поздно туда кто-нибудь вобьет гвоздь какой-нибудь картиной, и у вас просто будет беда-беда в квартире, вас замкнет там все, и придется все переделывать. Поэтому, как правило, переделка белого каркаса застройщика в нормальный белый каркас тоже вам выйдет в какую-то сумму. В моем случае это вышло $100 за метр квадратный. То есть, если у вас квартира за $100 000 площадью 80 квадратов, это еще нужно $8000 учесть себе в уме, чтобы переделать белый каркас в нормальный белый каркас. Получается, посчитая все в круг, подъем материалов, дизайн-проект, переделка белого каркаса и счетчики, я думаю, что в круг на квартиру за $100 000 получится еще примерно 10-12 плюс-минус. Так что имейте в виду, пользуйтесь, не благодарите. Ты рассказывал только что в предыдущей теме, что обслуживание за метр квадратный должно быть не $2, а 22, если у нас очень много инфраструктуры. Да. А на каком этапе это вот прописывается, и могут ли эти цифры меняться? То есть я договорился на $2, а потом там через 3 года действительно 22 стало. Такое возможно? Нет. Ну, или возможно. В одном из апарт-отелей я слышал историю, когда жители настолько взбунтовались качеством услуг и стоимостью обслуживания, что дошло там до серьезных разборок, скажем так, с застройщиком. И застройщик снизил стоимость обслуживания с $2, сделал ниже. Такое тоже есть, потому что сервиса, прописанного в договоре обслуживания, не было просто. Не было его, поэтому... Вот. Если мы говорим о жилых домах, то обычно там фиксированная плата либо за квартиру, либо за $0,50 за квадрат. В жилых домах вот я плачу там 40 лари за квартиру. Необычный жилой дом. Сколько ты платишь за дом, за обслуживание дома? 25 лари. 25 лари. То есть это в новых домах больше, чем $0,50 за метр квадратный, я не слышал такого. Обычно за квартиру, фикса за квартиру, там, допустим, студия там 25, там однокомнатная 45, там трехкомнатная 60 лари. Вот обычно вот так. И она не меняется, она вот как бы есть и есть, вот живешь, как бы, инфляция в Грузии стремится к нулю, поэтому цены не растут уже давно, 2 года уже все примерно на одном уровне. И я не вижу предпосылок к изменению цен больше, потому что пока инфляционные ожидания стремятся там к 5%. А есть ли такая практика, как гарантия на жилье? Пока нет. Я говорю, что в будущем мы все это увидим. В будущем сейчас будет покупателей новостройки меньше и меньше, продавцов заявленных проектов больше и больше,
Соответственно, мы получим качество выше, чем было, потому что, наконец-то, застройщики начнут бороться за потребителя. Не только картинками и обещаниями, но и делом. Через сколько обычно заканчивается благоустройство прилегающей территории после строительства? Хороший вопрос. Ну, я думаю, года 3 нужно закладывать примерно. Вот после того, как вам дадут ключи на ремонт, до окончания благоустройства, думаю, что пару лет точно, может быть, года 3. Как часто застройщики банкротятся и как проверить этот момент? Ну, мы обычно как делаем? По-простому. Так как в Грузии вся информация открыта, мы заходим на сайт rs.g, это сайт налоговый, вбиваем номер юридического лица. У каждого юрлица есть ИНН, идентификационный номер налогоплательщика, так он называется в России. В Грузии называется немножко по-другому, ну, личный номер. Вбиваем, и там видим сразу же в налоговой, какие есть штрафы, обременения, ограничения на данного застройщика. Недавно так и было, к нам обратился клиент с просьбой подобрать ему квартиру у одного из застройщиков. Мы сразу сказали, что мы с ним не работаем, потому что мы видим большие риски. Он говорит, ну вот я решил, как бы окей. Вот, мы тут же проверили застройщика, увидели, что у него вся недвижимость его арестована налоговой за неуплату налогов. Вот, поэтому мы показали это нашему покупателю, и он отказался покупать. И слава богу, иногда недвижимость не стоит. Иногда лучше не покупать, чем покупать. Ты вот говорил, что в договоре надо прописывать, например, там фирму производителя лифта, там, Да. или еще что-то. Какие еще рекомендации по договору? Что надо там прописывать, что-то менять? Можно ли подписывать сразу? Смотрите, по договорам в любой стране мира все, что вы не покупаете, где есть договор, у меня только один совет. Нанимайте юриста. В Грузии есть много юридических компаний. Даже не обязательно это риэлторы. Вы нашли сами квартиру застройщика, решили купить, без проблем. Возьмите договор застройщика, идите в юридическое агентство, скажите, вот договор, я хочу его подписать, скажите мои риски. Потому что в договоре в Грузии всегда есть два языка, русский и грузинский. И основной в судебных спорах является грузинский. Я не носитель языка. Я могу прочитать, могу понять, но я не носитель языка. Поэтому я всегда обращаюсь. У нас есть компания, которая нас поддерживает, юридическая. Я всегда обращаюсь к нему. Если нам нужно какие-то разработать договоры, там договор задатка, там, да, или какой-то договор поручения, договор займа, я отдаю юристам, они разрабатывают договор, я рассказываю, какие условия должны быть прописаны, они это прописывают. Поэтому моя рекомендация такая. Если вы решили купить новостройку у застройщика, квартиру в новостройке у застройщика, перед подписанием договора я рекомендую обратиться к юристу, чтобы он вам озвучил все ваши риски, которые есть. Тут была интересная ситуация недавно. Это рассказал мне Влад, мой помощник. Один из наших клиентов, такая история, лирическое отступление. Один наш клиент из Европы, он хотел купить апартаменты в новостройке. И так как у него в стране, где он живет, в Европе, есть такое понятие, как страхование рисков, и там возможно страхование рисков от того, что застройщик не построит. Страховая компания сама проверяет, там, ну и тогда и говорит, такая сумма страховки, и человек платит эту страховку и понимает, что если у него квартира построится, все, не построится, ему страховая компания выплатит столько денег. То есть он старается подложить со всех сторон, да, он играет в рисковые инвестиции, вот, хочет заработать, но понимает, что можно заплатить, условно, там, страховку, там, 1000-2000 долларов, да, там, 5000, я не знаю, сколько стоит, честно врать не буду. Он отдал документы и договор застройщикам, отдал в страховую компанию с просьбой застраховать его риски. Угадайте, какой процент рисков был оценен в страховой компании? Это была европейская компания? Да, это была европейская компания. 100. Они не взялись страховать вообще. Они говорят, 100% это будет не построено. Вот такая вот история. А дом строится по факту? Да, он строится по факту. В конце еще раз, вот смотри, я прихожу к застройщику, что он скрывает, что он хочет меньше всего мне рассказать и о чем я должен все-таки у него разузнать? Ну, давайте так. Что он может скрывать? Он может скрывать, что у него нет разрешения на строительство. Это самое главное. То есть это почему он не строит. То есть если вы приходите на площадку, и там нет стройки или нет людей, то почему? Это первое. Второе, сколько квартир уже продано? Я бы спросил, я всегда спрашиваю. Но я спрашиваю, знаете, так, из завсклад товаровед, не напрямую. То есть я спрашиваю там, а кто у вас покупатели, из каких стран? Они начинают страны перечислять, там, Израиль, там, Германия, там, Штаты, русские, белорусские. Ну, например. Я говорю, ладно, а сколько у вас купило там
сколько процентов это? Он говорит, ну, например, израильтяне там половину покупают, да, половину покупают русские, например. Я говорю, о, супер, а сколько израильтян у вас купило? Он говорит, ну, 2 человека. Я понимаю, ага, я говорю, а русских сколько? Он говорит, ну, еще 2. Я понимаю, что продано всего 4 квартиры. В доме, где их 500, например. Вот, то есть какими-то такими наводящими вопросами пытаюсь понять вообще, есть ли продажи или нет продаж, да, там, какая вообще ситуация происходит. Проверяю там, на налоговые смотрю, есть ли долги по налогам у этой компании, и какие-то обязательства, или штрафы, аресты, такие вещи. Смотрю, что за какой бэкстейдж у этого застройщика, да, что он сделал, какие у него отзывы. Грузия очень маленькая страна, здесь все друг друга знают. Например, всегда написано в документах, кто подписывает договор. И по этой фамилии ты можешь у любого своего знакомого грузина спросить, там, знаете такого человека? Все, скорее всего, скажут, знаю, и спросишь, какая там репутация. И все. Друзья, мы подготовили для вас гайд, как не наделать ошибок при покупке недвижимости в Грузии. Ссылка на этот файл в описании. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было очень полезным. И как всегда, до встречи в Грузии.